Криптоэнтузиастики, ну что у нас, месяц закрылся, июнь, теперь у нас уже июль, а крипта все так и не растет. Ну, в принципе, что, месяц закрыли мы все-таки неплохо, июнь. Что у нас, биток, опять же коррекция, эфириум коррекция. Я думаю, что эта неделя будет не особо интересная, будет коррекционная, мало ли. Сегодня коррекция, завтра коррекция. И четверг-пятница, может, мы увидим рост. А нет, то уже разве что, если собирается быть рост, то только с следующей недели. Не ранее. И что у нас по недельке? Допустим, 2000... Что у нас по битку? Квартал. Третий квартал у нас начался, вот уже плюс 3%, вернее плюс 0,3%. Эфириум аналогичная ситуация, так себе. Ну, вяленько, но только первый день. Если мы посмотрим, то у нас в июле зачастую всегда первая неделя была коррекционная. Вот 4 дня коррекции, даже 5% мы падали. В 2019 году у нас было 6%. Тут у нас небольшой был рост. И дальше у нас уже так более-менее там рост 2%, 6%, 4%. Здесь была небольшая коррекция тоже. Но все-таки как ни крути, июль месяц тоже вроде бы как есть какой-то там небольшой рост. Будем надеяться, что у нас хотя бы какой-то небольшой рост сделают они. Хотя бы какой-то небольшой рост. Также давайте мы посмотрим на недельку. Так, на недельку в Комарова я уеду с тобой. Так, месяц 0,3%. И вообще июль месяц, ну, зачастую мы можем увидеть то, что здесь есть небольшой рост присутствует. Допустим, 16 год это медвежка, 23 год это тоже у нас медвежка, 19 год это у нас, ну, вернее не медвежка, а начало бычки, 19 год тоже медвежка. Ну, дай бог, может быть такое, что 3%, может быть 4% биток нам покажет. Средняя статистика и средний процент роста у нас получается примерно 7%. 7% в июле, и мы можем прикинуть, что мы здесь с вами по биточку можем вырасти на 7%. Давайте-ка мы посмотрим. А что ж такое, что этот биток не открывается? Ё-моё. График битка, давай открывайся. 7%, допустим. С текущих, это у нас неделька, с текущих мы можем показать рост примерно 7%. Это у нас будет, ну, 111-112 тысяч долларов. Примерно мы можем даже в июле пойти на АТХ. Хотелось бы, конечно же, увидеть уже рост битка, как многие блогеры говорят, 180 тысяч долларов, но не дают. Все говорят о том, что уже 180, но как ни крути, средняя статистика показывает июля месяца, буквально, ну, примерно, ну, максимум 10%, что может произойти. Мало ли, может что такое произойти, что мы улетим выше. Месяц у нас закрылся неплохо. Прошлый месяц, если мы посмотрим, то у нас закрытие месяца с хорошим фитилем. Правда, здесь были большие продажи, потому как фитиль у нас составляет примерно 3%. Но все равно более-менее нормально. А что у нас по этому месяцу и открылся ли он у нас здесь? У нас здесь фитиля практически еще нету. Не образовался у нас фитиль. Мы можем увидеть вот такую вот свечу месячную. И у нее, ну, в принципе, здесь есть маленький фитилек. Вот он. 0,11. Ну, это, ну, слабовато, конечно же. Очень слабовато. Вот эти вот объемы можно убрать. Они нам не нужны. 0,11, конечно, слабовато. Мы находимся в верхней части канала, так мы его и не пробили. Давайте это немножко все почистим. Почистим мы это все дело, почистим. Оставим, наверное, только шаблон бары, потому как мы с вами на стриме ванговали то, что биток может скорректироваться вплоть до 103 тысяч долларов и развернуться. Вот у нас пока что месячная вот такая вот свеча образовалась.
Маленькая свеча волчок. Но это только первый день торгов. Посмотрим, что у нас будет дальше. Хотелось бы увидеть сегодня откат. Ну, хотя бы в диапазон 106 тысяч долларов. И резкий возврат. Это было бы шикарно. Мы бы сформировали бы уже полноценный фитиль месячной свечи. Ну и дальше был бы у нас, по всей видимости, бы рост. Ну, пока что вот так вот все это дело выглядит. Пока выглядит вот так. Не очень такие, более-менее нормально. Посмотрим, понаблюдаем. Но биток неплохо. Все равно прошлый месяц мы закрыли хорошо. У нас было поглощение вот этих вот фитилей, проторговали. Сейчас есть, конечно же, вероятность на продолжение роста. Если даже и будет рост, то статистика показывает, что примерно 10% роста могут дать. А это диапазон битка 111 тысяч долларов. Ну и, конечно же, в этот момент мы с вами сможем увидеть то, что биток стоит на месте, небольшой рост показывает и идет приток капитала в эфириум. Вот. Потому как нам нужен приток капитала в эфириум, а мы его пока что еще не видим. Вчера у нас была капитализация 3 триллиона 330 миллиардов долларов, сейчас уже 3 триллиона 310 миллиардов долларов. И есть уже некий отток капитала. Ну, как всегда у нас идут разлоки монет, все это дело размывается по капитализации. Топ-10 или даже топ-20 монет забирают ликвидность с рынка. Вот у нас монетка уже Хупи даже посунула Суи на данный момент по капитализации. Что это за проект? Уже, наверное, будут скоро трендеть, что это убийца Соланы. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут она показывает глобально. Глобально она, конечно же, показывает рост, потому как капа ее растет. Смотрим на дневке. С мая месяца уже показала колоссальнейший рост. Нужно быть очень внимательным. Здесь уже 50% роста, потому как история монетки ОМ нам говорит о том, что нету незаменимых проектов и нету никаких зон поддержек. Все это дело скамится, просто в моменте сливается. Так что если есть прибыль, забирайте и все. И не волнуйтесь. 180% роста и огромная капитализация проекта. Что это такое? Что это за бредня? 20 миллиардов долларов. И здесь нету никакого роста. Опять же вышел проект декабрь 2024 года с накачанной капитализацией как монетка Starknet. И дальше что ей делать? Конечно же, дальше раздать ее нужно здесь, хомячкам раздать. Сделать какие-то новости, что это незаменимый проект. И опустить все это дело ниже, 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 ниже. Все, вот такое вот они будут рисовать на этом проекте. Ну, разве что они могут, конечно же, там чуть-чуть приподнять цену еще вверх. Мало ли, там 2 икса с текущих она еще покажет. Выбьет полностью всех шортистов глобально. Там, и улетаем вниз. Все. Капа данного проекта просто-напросто не позволяет нам здесь делать какие-то колоссальнейшие иксы. А она уже, смотрите, где находится. 13 миллиардов долларов капа. Ну, еще, допустим, она подойдет к Ади Кардане, там, да, к Dogecoin. Ну, а дальше что с этим проектом? Дальше только укатка. Только укатка и все. В принципе, вот так вот. Давайте мы его посмотрим вот здесь вот. Хупи, Юпи, Мупи. Посмотрим этот Хупи. Ой, у меня здесь кофе горячий. Утром можно начинать или кофеек, или чаек. Что у нас по проекту? 33% монет в обороте. 13 миллиардов долларов капитализация. Еще здесь будут даже и разлоки, боже мой. Вестинг. Смотрим. Разблокировано. 1200 дней разблокировать будут еще. Здесь все разблокировано. Биржи, где она торгуется. Ну, понятно, везде. Обзор проект типа как Uniswap, Юпитер, Cake, CRV. Ну и все, больше нету никаких инвестиций, здесь ничего нету. Кто знает какую подробную информацию, пишите в комментариях под видео. И Twitter. Давайте посмотрим Twitter. Вот у нас Twitter, 6 читаемых. Здесь Twitter развивается, 280 тысяч читателей. 20, так, какой-то там год основан. Ну, так у нас есть подписчики. 22 год у нас основание Твиттера.
Вот, в принципе, такой проект уже не на иксы, можно так сказать, потому как здесь иксов особо ты не увидишь. Также давайте посмотрим токены, которые находятся в аккумуляции. Токены, которые находятся в аккумуляции. Рынок, лидеры роста, фаза накопления. Монетка P аккумуляция, Tramcoin аккумуляция, Сей аккумуляция, VIF аккумуляция. Ну, практически все токены находятся в аккумуляции. LPT тоже типа в аккумуляции. Toshi, Nero в аккумуляции. GMT в аккумуляции. Когда он перестанет аккумулироваться, я уже не знаю. Эти аккумуляторы. BOME в аккумуляции. VLO в аккумуляции. XAI аккумуляции. Cetus аккумуляции. Там, в принципе, был взлом Cetus протокола. Baby Doge тоже аккумуляции. Верю в Baby Doge. Думаю, что он вырастет. У меня есть он. Я его там частично был фиксировал, частично оставил. Посмотрим. Но нету альтсезона. Вот чтобы был бы альтсезон, да. Объемы. Смотрим. Объемы за один месяц. Baby Doge 261% движения. Неплохо. Неплохо. Hamster Combat в аккумуляции. Правда, уже скатился, как скотина. Вообще побрил всех полностью. Mbox аккумуляция, неинтересный у меня его нет, старый проект, не хочу вообще даже такие проекты. Но в принципе такие вот у нас токены находятся в аккумуляции, большое количество токенов в аккумуляции. Лидеры роста, давайте посмотрим лидеры роста. Bitcoin Cash за 7 дней 15%, Pengu 49%, Algo 6%, Algorand. Monero, Cake. Ну, в принципе, что? Если за месяц посмотреть, то Pengu у нас 43%, Bitcoin Cash 28%. Ну, Bitcoin Cash пошел за битком. Aave пошла у нас 14% дала после 15-го дна, по всей видимости. Ну и все у нас здесь смотрим то, что упало полностью. Aero 55%, нет у меня такого токена. Uni, Huopi 52%, Kai тоже нету, WhiteBit 42% дал, неплохо, WhiteBit у меня есть, правда сейчас откатывает 44, блин, был практически 60. Sei 50%, 25% у нас SPX. И в принципе что, думаю, что у нас будет рост, конечно же, но нам нужно увидеть, как мы с вами и только что предполагали, то, что у нас биток может в июле месяце показать примерно 10% роста. Находиться он может быть здесь вот в боковике. Как раз вот у нас это все дело совпадет с вот этим шаблон бара. До конца июля у нас будет такой вот боковик. Вплоть до 111 тысяч долларов. И в этот момент у нас будет приток капитала в эфириум в основном. Эфириум будет преобладать в росте. И как раз доминация биткоина здесь у нас может за один месяц упасть. И это будет очень хорошо. Вот такой вот сценарий событий у нас может произойти. Биток стоит, не корректируется. Уходит где-то примерно в диапазон 110-111 тысяч долларов. Рисует на протяжении месяца боковик. У нас есть приток капитала в рынок. Хоть и небольшой, но все равно есть. Основная часть припадает на эфириум. Доминация биткоина здесь продолжает потихоньку падать. Мы вот начали здесь уже падать по доминации биткоина. Отрабатываем медвежий флаг. Дай бог, чтобы мы его и отработали. Есть у нас вот такой вот тренд рисуется. Посмотрим, будем наблюдать за доминашкой. У нас здесь было несколько касаний. Раз касание, 2, 3, 4. В принципе, все здесь неплохо. И дай бог, будет у нас приток капитала в рынок, падение доминации биткоина. Биткоин не корректируется, стоит на месте. В этот момент эфир начинает потихоньку набирать обороты. Идет где-то в диапазон, ну хотя бы там 2800, 3000 долларов. И мы с вами видим еще небольшой рост по альткоину. Вот, в принципе, вот так вот. И DXY, давайте мы посмотрим. Вчера у нас DXY обновил свой лой. Это очень хорошо для криптоактивов.
DXY 96 пунктов, так как и мы с вами в принципе предполагали, что DXY у нас придет в эту вот нижнюю часть канала. Все у нас здесь шикарно. На часе все это дело вот так вот выглядит. На 4-часовике у нас выглядит дело это все вот так. Уберем этот индикатор. Вот. И мы пришли туда, куда мы с вами в принципе и предполагали. DXY пришел вот этот вот блок. Многие сейчас говорят о том, что DXY развернется, но нужно понимать то, что DXY здесь всегда закрепляется на протяжении 3-6 месяцев, ходит и только потом начинает разворачиваться вверх. Доллар у нас сейчас слаб, и это как раз зона накопления бакса. Криптоэнтузиасты, накапливайте стейблкоины, ничего больше не покупайте, чисто стейблкоины или зеленые бумажки. Это будет вообще самый лучший вариант. Самые бумажки зеленые накапливать. Потому как буквально в 26-27 году доллар начнет крепчать. И относительно национальных валют он начнет расти. Если я, допустим, живу в Украине, то у нас будет бакс по 70 гривен как минимум. А если в других странах, я не знаю, какие у вас там курсы. Но бакс вырастет примерно на 20-35%. Имейте это в виду. Накапливайте доллар. Ничего не покупайте разное барахло, а просто накапливайте доллар. На курсе вы сыграете, и это будет просто шикардос. Так что накапливайте доллар. Здесь доллар будет расти. Здесь будет доллар расти. Вот буквально была аналогичная ситуация в 2022 году. Вот здесь вот у нас доллар был самый дешевый. Декабрь 2020 год. У нас бакс стоил 22 гривны 1 доллар. 2020-2021 год. И потом потихоньку доллар начал расти. Сейчас бакс стоит 45 гривен. 2 икса сделал бакс. 2 икса. Здесь аналогичная ситуация может быть. Доллар здесь может стоить примерно, если сейчас 45 гривен, то здесь он может стоить примерно минимум 75, 85, а то даже и 90 гривен за 1 доллар. Имейте это в виду. Вот в принципе вот так вот у нас отыграет курс валют вместе с DXY. И то, что здесь говорят, мы будем молниеносно расти, такого не происходит. По истории вот у нас бычка 2020-2021 год, мы здесь простояли 6 месяцев. Вот у нас бычка 2017 год, мы здесь простояли 5 месяцев. Вот у нас бычка 2013 год, мы здесь простояли более чем 6 месяцев. Вот у нас бычка по биткоину 2011 год, мы здесь простояли 4 месяца. Кто не в курсе дела, бычка в 2011 году у нас была на биткоине. И чисто на биткоине. Если мы посмотрим, я вам покажу сейчас, то у нас вот бычка 2011 год. Мы видим волну роста по биткоину. Тогда на рынке только существовал сам биткоин, и то он был в сфере майнинга. Криптографии, и в принципе он даже не торговался. Просто он майнился тихонько, обменивались спицы за биткоин. Еще тогда никто не знал, что такое биткоин. Но курс его уже здесь рос. Если мы здесь посмотрим, то биткоин стоил у нас в пределах 6 центов. А в 2011 году на пике он стоил примерно 20 долларов. Если представляете, 6 центов. Вот у нас, если взять самый такой вот этот вот 6, 4, 3, 1 цент. У нас здесь был курс биткоина 1 цент. И здесь у нас вот 20 долларов. Потом у нас была медвежка. Произошел халвинг в 2012 году. Ну и уже в 2013 году уже произошла бычка с первыми там биржами. С первым альткоином под названием Litecoin. И все туда. Дальше у нас, конечно же, была бычка уже с эфириумом. 2015 год выходит эфириумом. Эфириум здесь у нас проводят разные ICO. Меняют эфириум на разные альткоины. И у нас было, конечно же, время ICO. Тогда у нас сильно развивалось. Был сильнейший приток капитала в рынок. И был, конечно же, сильнейший альт-сезон. Уже в 2021 году у нас происходила бычка с первыми институционалами. Такие, как у нас Сальвадор инвестировали. Это у нас первая страна, которая инвестировала в биткоин.
Ну, конечно же, огласно, потому как может быть такое, что даже сами Штаты с самого начала биткоина инвестируют в биток. Потом у нас и Илон Маск покупал, и Селлер там вышел. Ну, а здесь мы уже видим, конечно же, ETF и замедление волатильности. Но я думаю, что еще будет одна волна роста, хотя бы в диапазон 140-150 тысяч долларов, и мы увидим с вами альтсезон. Ибо без альтсезона мы просто-напросто не выйдем с этой скамовозки, скам альткоинов, соскамим свои бабки. Видно, что очень сильно... Вот это капец, ситра, блин, а что это за слово? Сильно хитрый манипулятор в этом цикле и, конечно же, скамит всех людей на альткоинах. Вот что. В принципе, вот такая вот у нас история. И вот я, конечно же, хочу вам сказать, не слушайте никого, то, что здесь резко будет DXY расти. Он здесь резко не будет расти. Нам нужно здесь побыть какой-то период времени, включить печатный станок. Нужно, чтобы Федеральный резерв набрал свои балансы, напечатал долларов, и только тогда здесь будет разворот. Мало ли мы можем здесь пробыть или даже до декабря 2025 года, или может быть даже до середины 2026 года. Мы этого пока что не знаем. Но фишка в том, что DXY отыграл по нашему сценарию. Кто, конечно же, очень давно у меня на канале, я неоднократно рассказывал, как работает DXY. То есть здесь все четко отыграло. Все у нас четенько отыграло. Пока что нету никакой раскорреляции биткоина с DXY, и все четко отыграло. Буквально в сентябре 2024 года я рассматривал DXY, и в октябре потом же смотрю то, что у нас происходит рост на DXY. Я здесь сказал в середине осени 2024 года, я говорю, будет коррекция на крипторынке. Но я сам даже не ожидал такого трэша, который у нас происходил буквально с середины января по вот лето. Вроде бы как у нас падение остановилось на крипте, донышко у нас отрисовали 17 апреля по всем альткоинам, и вроде бы как мы дно прошли, закрепляемся сейчас, и вроде как идет аккумуляция. Дай бог, чтобы это так и было, и мы увидели с вами волну роста до конца 2025 года. Ибо без этой волны роста мы ничего не сможем с вами заработать. И эта волна роста у нас будет как раз триггер для этого роста, по всей видимости, ФРС. Неоднократно писали в комментариях под видео, я все видео читаю, движения, которые заслужили, главное, чтобы к концу недели оно не выросло в отрицательном формате. Конечно же, ну вот мы с вами рассматриваем то, что у нас на прошлой недельке был откат, я говорил, что будут формировать фитиль, так и вы сформировали. Сейчас мы опять же можем формировать фитиль этого месяца, и опять мы сможем с вами увидеть откат. В принципе, вот так вот. И я сбился с первой мысли. И в принципе что? Сам, конечно же, я не ожидал такого трэшамба, что у нас произойдет. Ну, что имеем, то имеем, в принципе. Ну вот у нас вот здесь вот, как и говорят, то, что без ФРС не будет роста. По всей видимости, у нас июль месяц будет уже... Тем самым, наверное, триггером для роста. Мало ли может быть такое, что будут понижать ставку, и мы все-таки увидим уже какую-то волну роста на крипторынке. DXY все-таки уже пришел к своим значениям. Также мы можем с вами даже уйти ниже, на 92 пункта. Может быть такое, что произойдет, но я думаю, что навряд ли уже мы будем ниже опускаться. Все-таки в канале мы будем и находиться. У нас данный канал имеет свое существование с момента всемирно известного кризиса, а это у нас 2008 год, и мы уже длительный период времени ходим в этом канале. Может быть такое даже, что этот канал является медвежьим флагом, и мы можем даже вывалиться с этого канала и будем опускаться сюда вот ниже. Может быть такое произойдет, что мы вот здесь вот пробьем данный канал, начнем опускаться сюда вот ниже, и это будет отработка вот этого всего медвежьего флага. Но в это очень мало верится, потому как, по всей видимости, ФРС спасут свое детище, свой бакс зеленый, и бакс опять начнет движение в восходящем тренде. Но если даже он сюда вот и опустится, доллар,
то нам тоже будет на руку, потому как доллар будет слаб, а криптовалюта будет, конечно же, в этот момент расти. Но пробитие канала, я в это не особо верю, конечно, но вариант такой может быть. Посмотрим с вами, понаблюдаем. Мало ли будут какие-то триггеры. Если даже и будут триггеры, то первая цель у нас вот 91-92 пункта по DXY. Вот, в принципе, вот так вот. А сейчас, пока что, я думаю, здесь будет закреп. Будут они здесь рисовать боковик, они будут чупхать репу в ФРС, потом они будут говорить о том, что они думают на понижении ставки. Ну и там дальше будут включать печатный станок. И, конечно же, ФРС будет пополнять свой баланс. Если мы посмотрим, что у нас по поводу... Что у нас... Так, это у нас эфириум относительно доллара. Эфир пока что показывает слабость. Здесь вроде бы как что-то набирается. Посмотрим, понаблюдаем. Если мы с вами посмотрим, то что у нас по ФРСу? Давайте мы посмотрим баланс ФРСа. Напоследочек так может. Баланс ФРС. Если мы посмотрим баланс ФРС, то у нас пока что нету никаких здесь особо крупных балансов по поводу ФРС. И ФРС баланса у нас... ФРС баланс у нас падает. Падает. Мы включим, допустим, японские свечи. Здесь они не включаются, только линия. И здесь у нас неделька. Все, на этой недельке мы видим то, что буквально вчера, опять же, баланс обновил свой лой. 6 триллионов долларов у них на балансе. И скоро они, по всей видимости, начнут включать станок, начнут печатать бабки. Ну, в принципе, здесь есть еще куда падать у нас. Вот так вот движение может произойти даже еще на 20%. Мало ли. Мы можем и сюда, конечно же, шлепнуться и только здесь включить печатный станок. Потому как у нас было здесь резкое падение. Вот. Ну, посмотрим, понаблюдаем, конечно. И здесь мы видим то, что резкий был печать. Резкая печать была в 2020 году. Был триггер для роста. Заливали все рынки бабками. Надеемся, что история повторится. И наши скомовозочки тоже вырастут. Так что, как говорится, надейся и жди. И все у нас получится. Ну, в принципе, вот так вот. Ожидаем, конечно же, июль месяц. У нас в июле месяце будет заседание ФРС. И в телеграм-канале я писал статистику по поводу ФРС, что у нас может произойти. Кому интересно, телега есть в описании под видео. Иногда я там даю разные сетапы на все это дело. Альткоины, еще что-то там. Давайте вот посмотрим, где у нас тут баланс ФРС. Где же у нас баланс ФРС? Вот я писал буквально 28 июня. Рыночные ожидания по поводу ставки ФРС. 30 июля пауза. 30 июля. Блин, у нас будет заседание аж 30 числа. 17 сентября снижение на 25 базисных пунктов. 29 октября еще снижение на 25 базисных пунктов. 10 декабря 25 базисных пунктов снижение. 28 января пауза. 8 марта 26 года снижение на 25 базисных пунктов. И 29 апреля 26 года опять же пауза. В принципе, может быть такое, что в июле понизят, а может быть такое, что опять же они сделают это все дело на паузе, поставят. Ну, в сентябре вроде бы уже как будто бы будут они снижать базисную ставку. Там у нас будут дешевые кредиты, станок у нас будет включен, и, конечно, мы с вами увидим рост, тот самый долгожданный. А пока что мы видим, что у нас ничего такого не происходит на крипторынке интересного. Есть только, конечно, небольшое падение доминации биткоина. И то вчера мы упали, сегодня чуть-чуть уже начинаем расти. Но тренд, по всей видимости, здесь потихоньку меняется, потому как вот этот у нас восходящий канал есть, и мы здесь первый намек даем на то, что вроде бы как сменится тренд. Вот что. Такие вот ожидания на июль месяц. То, что у нас биток будет стоять на месте или хотя бы покажет 10% роста, будет приток капитала в рынок.
особенно в эфириум, и альткоины чуть-чуть наберут силу. Я не говорю о том, что у нас будет сильнейший альтсезон, но чуть-чуть они наберут силу. Хотя бы где-то выйдут, может, какие-то альты с зоны накопления. Дай бог, дай бог. Вот у нас HFT, например, уже тоже показывает неплохой рост. За недельку показала 2 икса. В принципе, вот так вот. На данной прекрасной ноте будем, наверное, заканчивать. Нужно максимально поддержать это видео лайком, лайками, подписками, комментариями, репостами, своими друзьями, там, лудоманами, хомяками, там, и вообще просто друзьями, инвесторами. Ибо просто я для вас стараюсь, каждый день пишу ролики, поддерживаю вас, и от вас всего-навсего требуется минимально. Кто хочет задонатить, тоже есть и ссылки в описании под видео. Всем пока, до связи и желаю мирного неба.